Скорость, с которой китайцы выпускают новинки, просто какая-то фантастика. Новые модели, рестайлинги, гибриды, электрокары – все это выходит чуть ли не каждую неделю. Причем комплектации у них, реально максимально оснащенные, а ценник при этом вполне адекватный. Вот, например, с сентября 2023 года Chery через свое подразделение Jetour выпускает кроссовер T2. И теперь появился его удлиненный вариант – Jetour T2 Extended. Главная боль короткой версии – это небольшой багажник. Но теперь с этим покончено. В Китае представили удлиненную версию, и она уже предлагает не только нормальный багажный отсек, но и салон на 7 мест. Причем модель не только получила третий ряд сидений, но и гибридную силовую установку. Снаружи кроссовер изменился не радикально, при этом стал более привлекательным для некоторых покупателей. За последние пару лет в мире автодизайна случился настоящий бум на все квадратное. Брутальные, угловатые формы снова в моде. Помните классические внедорожники с квадратным видом? Вот именно такой стиль сейчас в тренде. И если раньше такой стиль был фишкой исключительно рамных монстров для бездорожья, то теперь даже обычные городские кроссоверы с радостью примеряют на себя этот ретро-хардкорный образ. T2. Этот кроссовер, созданный бывшим дизайнером Porsche Хаканом Саракоглу. Авто построено на платформе Jetour Kunlun Architecture и внешне почти как его родной брат Jetour, только с удлиненным кузовом. По кругу яркая светодиодная оптика. Кузов с четкими квадратными формами немного напоминает Land Rover Defender 130. Спереди резкие, рубленые линии капота, который почти вертикально спускается к квадратным фарам. На фальшрадиаторной решетке красуется фирменная надпись Jetour. И, кстати, в массивном брутальном бампере нашлось место даже для противотуманок. На крыше удобные рейлинги, чтобы можно было закрепить все, что нужно. Ручки дверей классические, удобно ложатся в руку, как раз под естественный хват. Еще есть классная подножка, очень удобно для посадки и выхода. Колеса сидят в арках с расширителями, фендерами, которые защищают кузов. А вот диски, легкосплавные и с уникальным дизайном, можно выбрать на 19 или 20 дюймов. Главное изменение сзади – увеличен задний свес кузова. Боковые стекла багажника, естественно, увеличились, а поясная линия стала полностью прямой. Корма получилась точно такой же, как в оригинале. В общем, вся машина не сильно изменилась, за исключением боковин сзади. Версия Extended стала заметно длиннее обычной, аж на 249 мм. В итоге общая длина теперь 5034 мм. Это вместе с кофром на задней двери. Ширина и высота без изменений – 2006 и 1880 мм соответственно. Дорожный просвет зависит от типа. У бензиновой версии 220 мм, у гибридов чуть меньше – от 201 до 205 мм. Все потому, что снизу у них спрятана тяговая батарея. Угол въезда 28 градусов, угол съезда 23. Вроде бы неплохо, но давайте будем честными. Перед нами не настоящий рамный внедорожник. Это скорее городской кроссовер, который легко справится с проселком или загородной поездкой. В грязь залезть можно, но без фанатизма. Машина весит около 2 тонн, плюс допустимая нагрузка до 700 килограммов. А еще можно тащить прицеп весом до 1600 килограммов. А теперь давайте поговорим, что под капотом у семиместной версии. У чисто бензиновой версии Jetour стоит проверенный 2-литровый турбомотор от Chery Kungpeng Power. Выдает он 254 лошадки и 390 ньютон-метра крутящего момента. Работает двигатель в паре с 8-ступенчатым автоматом, а за полный привод отвечает система от Borg-Warner. Это уже 6-е поколение XVD с муфтой на задней оси. Так что при необходимости задняя ось подключается. Максималка 190 км в час. Средний расход топлива, по словам производителя, заявлен около 10 литров на сотню, а бак, кстати, вмещает аж 70 литров. Вся гибридная начинка у удлиненной версии досталась от компактного T2. Под капотом стоит знакомая силовая установка CDM от Chery,
Это бензиновый 1,5-литровый турбомотор с мощностью 156 лошадок и 220 ньютон-метра крутящего момента. А крутится все это через трехступенчатую гибридную автоматическую коробкой передач. В базовом гибриде только передний привод, один электромотор с отдачей 224 сил и 390 ньютон-метра и батарея на 26,7 кВт-часа. В сумме система выдает 380 лошадок и 610 ньютон-метра. На электротяге он может проехать 120 километров. При этом расход топлива 6,5 литра на сотню. Полноприводный гибрид с электромотором не только спереди, но и сзади. Вместе два электродвигателя выдают 462 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. А если подключить бензиновый двигатель, получается общая мощностью 618 лошадок. К тому же у этого кроссовера есть блокировка заднего дифференциала. По расходу топлива производитель обещает чуть меньше 7 литров на 100 километров, что для такой мощи очень даже круто. Аккумулятор тут на 43,2 кВт-часа, что дает чисто на электротяге до 206 км запаса хода. А если смешивать бензин и электричество, то общая дальность до 1300 км. Максимальная скорость у гибридных версий 200 км в час. В салоне каких-то глобальных изменений не случилось, разве что теперь появился третий ряд сидений. А в остальном все по-современному, аккуратно, стильно и без перегибов. Руль все тот же, с фирменной оквадраченной формой. Причем сверху и снизу он аккуратно скошен, удобно и стильно. Приборная панель теперь вообще без козырька, просто отдельный экран на 10,2 дюйма. Выглядит минималистично и по-новому. А по центру передней панели большой горизонтальный дисплей мультимедийки на 15,6 дюйма. Джойстик переключения передач расположился на центральном тоннеле, между передними сиденьями. И вот что приятно удивляет. Несмотря на сенсорную моду, тут остались обычные механические кнопки. Их даже много, по нынешним временам это редкость, сейчас ведь все стараются запихнуть в экран. Внутри полный набор для комфортной жизни. Двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для телефона, куча удобных кармашков, сиденья с электрорегулировками и подогревом, круиз-контроль. Круговой обзор с камер, и это только начало. На втором ряду просторно, пол ровный без тоннеля, что удобно. А вот третий ряд скорее для детей. Но если пассажиров нет, галерку можно легко сложить, и тогда появляется приличный багажник на 705 литров. А если сложить еще и второй ряд, получаем уже 1653 литра полезного пространства и почти ровный пол, можно хоть холодильник везти или ночевать внутри. И да, мелочи вроде крючков и подстаканников на месте. Вроде бы ерунда, а приятно. В Китае уже можно заказать удлиненную версию Jetour T2, и она реально интересная. Бензиновая версия стартует от $25 тысяч, гибридная от 27 тысяч, а топовая комплектация дотягивает до 33,5 тысяч. Так зачем они сделали семиместную версию? Все просто. Jetour ищет новую нишу. Ведь машин, которые одновременно выглядят брутально, вмещают 7 человек и при этом стоят вменяемо, на рынке практически нет. Но разве что можно краем глаза глянуть на Tank 300 или BJ40. Но это уже про серьезное бездорожье, с рамой, блокировками и всем прочим. А вот третьего ряда сидений и большого багажника у них нет. А теперь внимание, с момента запуска обычного T2 или Travel продали уже больше 240 тысяч автомобилей. Это говорит о том, что людям такой формат реально заходит. А теперь, с появлением семиместной версии, машина становится еще интереснее, особенно для больших семей, которым хочется что-то универсальное. Стильное и с намеком на приключения, но без фанатизма на бездорожье. Если наш обзор вам понравился, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях. В мире автомобилей всегда что-то новое, и мы готовы делиться с вами самыми свежими новинками. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Желаем удачи на дорогах и безопасных путешествий.